Знаете, на момент начала нулевых годов многие игровые компании стали делать шутеры с большим уклоном в сюжетную составляющую, идя по примеру вентильной халвы, забывая идеи аркадных шутеров, заложенные еще Кармаком в 90-е годы. Однако, говорить про смерть этих идей, суть которой заключается в том, что игра это словно порнофильм, в котором минимум сюжета и максимум действий, не приходилось. Ибо в 2001 году вышел один из знаменитых представителей местных аркадных шутеров под названием Serious Sam, выпущенный тогда еще менее известной хорватской студией Croteam. И на момент своего выхода игра нехило так всех удивила, даже самих разработчиков. Чтобы вы понимали, ранее в начале своего появления Croteam вообще делали 2D-симуляторы футбола, и так могли они этим заниматься и дальше, пока не решили, как и многие другие компании в 90-е годы, сделать свой шутер. Правда, их путь к этой цели был очень тернист, ибо денег на приобретение готового движка не было. Поэтому, послав все нахуй, они решили пилить свой движок. И так и его спилили, получив Serious Engine, на основе которого и был сделан Serious Sam. И вроде все звучит красиво, только изначально они ставили задачу вообще продавать лицензию на свой движок, а игра была не более чем чисто демонстрацией всех графическо-технологических возможностей. Поэтому разработчики никак не заморачивались и делали по сути пародию на игры по типу Дума или Дюка Нюкема. Лучше говно в руке. Однако, неожиданно для них самих, после выпуска Serious Sam смог так нехило выстрелить, что данная демонстрационная игра переросла в целую франшизу, которая, конечно, худо-бедно, но жива до сих пор. И все благодаря тому, что сам по себе Serious Sam был достаточно необычным. Ибо хоть Croteam и делали его, смотря в сторону на своих предшественников, у них геймплейно все немного отличалось, в первую очередь за счет масштабности. Поскольку ранее большая часть шутеров представляла из себя коридорную кишку, примерно с 50 врагами в каждой комнате. А тут целое, поле, наполненное огромным количеством врагов, бегущих на игрока с криками и воплями, которые вдобавок очень смачно и красиво умирали от выстрелов из мощных пушек, оставляя после себя куски мяса с кровавыми черкашами. Выглядело это тогда очень нетипично, да и игралось так же. Ибо игровой процесс напоминал какой-то смертельный танец, где нужно было вовремя уворачиваться от атак, отстреливаясь тем оружием, которое было наиболее эффективно к врагам, представляющих в данный момент наибольшую угрозу. А врагов так-то в плане разнообразия было немало. Все-таки хорватская фантазия, подкрепленная волшебной травой и грибами, давала о себе знать. У меня для тебя кое-что есть. Смотри на эти вкусные леденцы. Хотя в первой части не так сильно. Но все равно, в каком еще шутере вы повстречаете безголовых мужиков, ебучих костлявых козлов с анальными бусами, зеленых рептилоидов с фаерболами, мехов с ракетами и лазерами, одноглазых гнааров, скорпионов с пулеметами, бычков, лягух и летающих баб? Вот именно нигде. И вот как раз эта группка и заставляет постоянно двигаться по арене в безумном танце. Однако есть парочка неписей, которые не только заставляют танцевать, но и сжимать свое очко как можно сильнее от напряжения. Говорю я, конечно, о камикадзе и клирах. Первые, в принципе, являются, скажем так, визитной карточкой этой серии. Еще один вид безголовых, который постоянно бежит за вами, истошно крича и взрываясь при приближении. И вот эта визитная карточка вызывает у игравших ту еще жопную боль. Ибо их всегда появляется много, и если ты за всеми не уследишь, то итог будет таковым. Клиры, в принципе, им тоже не уступают, и их топ от копыт также может вызывать паранойю. Хотя вроде бы ничего сверхъестественного он из себя не представляет. Обычный скелет козла. Рогатый и костлявый, милашка в общем, пока один. Но когда собирается целая ебучая толпа, то это пиздец. Ибо они игрока начинают забивать, прижимая к стенке, словно гопари в подворотне. Притом, вначале сдалека они кидаются анальными бусами, а при приближении бросаются со всей дури, отчего ты начинаешь немного теряться в пространстве. Поэтому приходится постоянно от них уворачиваться, что по итогу приводит к усталости и нежеланию с ними встречаться. Остальные монстры, как вы могли понять, таких эмоций и напряжения как-то у меня не вызвали. Ибо они ощущаются как-то обычно, что ли. Хотя не так обычно, как арсенал Сэма.
который состоит из ножа, пары револьверов, дробовика, двухстволки, автомата Томпсона, минигана, ракетницы, гранатомета, лазерной пушки и просто пушки с 19 века, стреляющей ядрами. Да, последнее больше всего выглядит странно, но по-своему незаурядно. В принципе, здесь собран неплохой джентльменский набор, которого хватает, чтобы месить супостатов как душе угодно. Но из уникального тут по сути только лазеры и пушка, а все остальное было не раз использовано во многих других подобных играх. Только пусть лучше будет этот набор, чем тот, который люди увидели потом. В общем, в геймплейном плане Сэм довольно-таки веселый драйвовый шутан. Но помимо данных аспектов, Сириус Сэм также запомнился благодаря своей атмосфере, заданной сюжетом и локациями. Хотя сюжет по сути тут представляет чисто затравочку для понимания того, что мы тут делаем. Но как бы то ни было. Он нам повествует историю про недалекое будущее, где люди в Египте нашли древние артефакты, благодаря которым человечество благополучно смогло продвинуться в науке до такой степени, что стало колонизировать другие планеты и галактики. И все было бы хорошо, если бы в один прекрасный момент они не наткнулись на Ментала и его гигантскую армию, которая вытеснила людей обратно в Солнечную систему, а после стала угрожать в принципе существованию человечества. Из-за этого люди решили воспользоваться артефактом Ключ Вечности, который способен отправить одного человека в прошлое для решения насущных проблем в будущем. И они отправили Сэмюэля Стоуна, как самого отличившегося в уничтожении пришельцев. И не абы куда, а в Египет, откуда вся эта история и началась. Вроде бы можно было бы на этом пересказ сюжета и закончить, ибо дальше на протяжении всей игры Сэм будет искать различные артефакты для вызова тарелки из космоса, чтобы добраться до самого Ментала, попутно уничтожая как обычных врагов, так и четырехрукого финального босса, который оказался абсолютно никчемным, от чего мне немного стало грустно. Поскольку закидывание себя в кольцо, словно баскетбольный мяч, это такой себе босс-файт. Ну да ладно, ведь помимо сюжета, для большего погружения разработчики расширили лор с помощью Инертана, имплантированного компьютера, который Сэму может предоставить различную информацию, от полного анализа противника с подробным его описанием, откуда он и как его поработил Ментал, до истории про место, в котором сейчас Сэм находится. В принципе, неплохая вещь для тех, кто хочет изучить лор и сюжет чуть поглубже. Хотя, помимо информативной части, она еще может давать подсказки, где искать различные кнопки и рычаги по локациям, которые здесь вроде бы разнообразные, но из-за одинаковой цветовой палитры являются абсолютно монотонными. В целом можно сказать, что локации что тогда, что и сейчас, в принципе, выглядят достаточно экзотично. Я бы даже сказал загадочно. Особенно, когда ты ходишь по различным гробницам и ищешь всякие секреты, которых, как в классических FPS, очень много. Притом как самых безобидных, так и троллящих игрока внезапным появлением противника. Поэтому лучше не подымать одинокую, но в то же самое время манящую таблетку. И все же, почему Сириус Сэм так выстрелил? На самом деле тут можно перечислять много причин, от простого, но в то же самое время интересного геймплея, где можно месить кучу супостатов в свое удовольствие, до своей, скажем так, неординарности и нестандартности, которая также могла зацепить игроков. Хотя, как мне кажется, еще одной причиной является то, что люди тогда как-то соскучились по аркадным шутерам, поскольку эффект халвы, где сюжет теперь на первом месте, очень сильно ударил по поджанру FPS. И впоследствии все чаще стали выходить игры с сюжетом и постановкой. Но как бы то ни было, Сириус Сэм The First Encounter выстрелил, принес много денег и новых поклонников, а также повысил дозу волшебной травы и грибов, что впоследствии через год привело к появлению продолжения под названием Сириус Сэм The Second Encounter. И от него многие получили еще больше восторг, ибо игра теперь пестрила еще большими красками. Скажу честно, что мне второе пришествие больше нравится, чем первое, поскольку первое было такое монотонное, на серьезных и пафосных щах, а продолжение казалось совсем иным, то есть его противоположностью, что мне в принципе и нравилось, ибо там было больше разнообразия, чем в первой части. Сюрприз-сюрприз. Правда, эта противоположность была первым звоночком, что крутим идут куда-то не туда. Но тогда никто на это особо не обратил внимания, ибо второе пришествие по сути было таким же, как и первое, с единственным отличием в виде клоунады,
которая начинается с самого начала, ибо непонятно, как еще воспринимать то, что тарелку Сэма сбила вагонетка, наполненная разработчиками. И это будет преследовать игрока на протяжении всей игры, вызывая испанский стыд. Как секреты, которые можно найти, так и описание новых противников, которые я зачитывать не буду. Если кто-то хочет узнать, как Ментал смотрел фильмы 20 века и заставлял лягушкоподобных гуманоидов стрелять из ракетницы под угрозой принудительной фотосессии мостов до самой смерти, то, пожалуйста, ставьте видео на паузу и читайте, я вам мешать не буду. Но все же, помимо этой трешни, у продолжения есть и положительные стороны, как, например, разнообразные локации, которые вышли за пределы Египта. И это на самом деле было приятно, как глоток свежего воздуха. Ибо, конечно, египетский антураж и представляет экзотику, но от ее постоянного созерцания немного тошнило. А тут тебе и Центральная Америка, и Вавилон, и средневековая Европа. В общем, с локациями они тут постарались и сделали их намного разнообразнее. При этом, помимо этого, они в них понапихали различные ловушки и испытания, что также неплохо разбавило игровой процесс. Помимо ловушек, геймплей также немного освежился за счет пауэрапов и нового оружия. Если касаться усилений, то они здесь абсолютно стандартные и ничего такого сверхординарного не представляют. Имеем мы здесь ускорение, повышение урона и неуязвимость. В принципе, данные приблуды будут всегда полезны на уровнях как против обычных противников, так и против боссов. Что насчет оружия, то тут нам разрабы пополнили арсенал бензопилой, абсолютно бесполезной, используемой пару раз за игру от нечего делать, снайперской винтовкой, наносящей нехилый такой урон, огнеметом, поджигающим все и вся, и серьезной бомбой, которую ты будешь использовать всякий раз, когда врагов на арене будет до невозможности много. И это все изменения, которые получили игроки в продолжении. Что насчет сюжетной составляющей, то она вообще никак не поменялась, и по сути мы также ищем артефакты. Только не стеклянные шары с хрен пойми чем, а целый, мать его, святой Грааль, чтобы снова улететь в космос. Но теперь поиски проходят, как вы могли понять ранее, не в Египте, а в различных эпохах, по которым Сэм путешествует во времени. В общем, крутим особо никак не двигали сюжет и по сути тупо топтались на месте. Хотя, как по мне, эта тема с путешествиями в различные эпохи выглядит не очень-то логично, поскольку Сэма отправили в определенный временной промежуток, в котором он должен был уничтожить Ментала. А тут он прыгает во времени, как ни в чем не бывало, не боясь разрушить пространственно-временной континуум. Блять, зачем я ищу тут логику, если в начале игры тарелку сбили разработчики? В общем, второе пришествие в плане геймплея в принципе огонь, но в плане продвижения сюжета и лора не очень. Впрочем, это не так уж и важно, ибо совместно с первым предшествием они являются лучшими частями всей серии, в которые мне всегда приятно возвращаться, поскольку остальные вызывают либо никаких ощущений, как те же самые новые части, то есть приквелы, либо желание блевать как от второй части. Так как вторая часть это просто пиздец и венец больной хорватской фантазии под максимально травяно-грибной дозой. Но об этом может быть как-нибудь в следующий раз. А на этом моменте я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что думаете по этому поводу. Всем удачи и до скорых встреч!